Здравствуйте, Девы! У нас прогноз для вашего знака зодиака на первую половину октября. Мы посмотрим сферу отношений, работа, карьера, бизнес, финансы. Ленорман нам покажет сюрприз или неожиданность. Также мы получим советы от Таро и от оракулов. В конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Девы, первая половина октября. Что у вас будет происходить? Ваш настрой, ваши ожидания в начале этих 15 дней, в середине и в конце. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта у кого не есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. И для тех, кто поссорился или кто расстался. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас будет происходить. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы в начале этих 15 дней и в конце. Советы или предупреждения от Таро. На дне колоды у вас восьмерка жезлов. Восьмерка жезлов – это получение каких-то новостей, хороших новостей. Это, может быть, придут какие-то документы. Это у вас конец 15 дней, ложится старший аркан справедливость. Может быть, окончание судебных дел. Это завершение. То есть тут какой-то результат, но по восьмерке, я думаю, что позитивный. Также, если у вас тут какие-то сделки, оформление документов, может быть, вступление в наследство, карта говорит, что результат вы получите. Еще это может быть, кто-то оформляет, например, для переезда или поездки визу, то карта говорит, что в конце этих 15 дней какие-то документы или визы вы получите. Те, которые помогут вам, может быть, отправиться в какую-то дорогу. Также карта может говорить о поездках, переезде, о очень большом количестве коммуникаций. Может быть, относительно судебные дела, может быть, относительно пожилого человека, может быть, вы тут что-то делите или, как я сказала, вступаете в наследство. Если кто-то был в процессе отшельника в отношениях, то здесь есть вероятность влюбиться. Но еще это может быть получение новой работы или ускорение каких-то дел, которые, может быть, зависли. Продвижение по карьерной лестнице, какие-то выплаты, денежные переводы. То есть как бы карта говорит, что те процессы, которые долго-долго не двигались, вот в них начинается движение. Так, хорошо, мы еще вернемся к этой карте. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность для дев. Первая половина октября. Так, я надеюсь, вам видно. Я думаю, что этот вопрос относится не ко всем. У кого-то здесь приказ о том, что вы без работы, поэтому вы здесь ложитесь в поиске работы. У кого-то может быть какое-то влиятельное лицо, заканчивать с вами какие-то дела. Это может быть и в бизнесе, это может быть в отношениях. Вот здесь тоже для тех, кто в поиске, у вас пятерка. То есть карта говорит, что, может быть, вы с кем-то разругались, может быть, тут развод был. То есть это закрытие денежного канала. Может быть, мужчина, например, был добытчиком, а вы там содержали дом. Тут документы о разводе. Я еще хочу уточнить одну карту сюда. Может быть, скрылась какая-то тайная связь. Может быть, вы были в браке, а человек
Ну, нашел кого-то себе на стороне. Тут и для тех, кто в браке, какая-то борьба. Ну, борьба может быть за наследство. То есть, может быть, огласили завещание. Но и также здесь для тех, кто и в ссоре, поругался, расстался, тут тоже какие-то перетрубации. Хорошо. Что у вас будет происходить в начале октября? Здесь перемены. У кого-то здесь может быть уход из отношений. У кого-то может быть уход с одной работы на другую. Также это может быть поездка. Поездка с целью заработка. Может быть, вот вы получаете разрешительные документы и куда-то уезжаете. А также здесь может быть переезд, у кого-то может быть сделка. Перемены, если были судебные дела, да, здесь какое-то движение начинается. И в конце 15 дней, скорее всего, вы решение принимаете уже. То есть кто-то остается в отшельнике, ну, тут я думаю, что здесь развод. И, может быть, будут финансовые ограничения. Тут вот может быть борьба за недвижимость или за алименты, ну, что-то такое. Также шестерка мечей. Может быть, о какой-то поездке, может быть, это командировка по работе. Но здесь вот эта поездка или это движение связано с чем-то официальным. То есть здесь какие-то приказы, договора, документы, сделки, что-то связано с судами. Может быть, тут судебные дела, но тут, может быть, вам помогает адвокат. Хорошо. А вот для тех, кто в отношениях в браке, давайте мы уточним семерку. Семерка – это борьба. Это отстаивать свои отношения, это отстаивать свою недвижимость, собственность, это за что-то бороться. Может быть, здесь реально что-то с наследством, и вы отстаиваете то, что вам принадлежит по праву. Еще это расставление границ. Это может быть, с кем вы живете, какие-то здесь, может быть, конфликты. Кто-то, может быть, сражается за свои отношения, может быть, кто-то вклинился. Ну, давайте мы уточним. Луна показывает какую-то нестабильную ситуацию. Это повышенные эмоции, это может быть страхи. Опять же, если это касается ваших отношений, может быть здесь недоверие, подозрение, ревность. У кого-то может быть здесь или борьба с чьей-то мамой, или здесь может быть борьба за то, чтобы забеременеть. Потому что у нас Луна может показывать материнство. Что у нас здесь? Может быть, есть проблемы со здоровьем. Здесь карта говорит, нужно искать хорошего специалиста. Так, давайте уточним. Да. Луна и Солнце. Ну что у нас? Луна была, какая-то была нестабильность, что-то все скрыто. И у нас выглядывает солнышко. Может быть, здесь вы боролись, например, за то, чтобы человек наконец-то принял какое-то решение. Но решение принимается в вашу пользу. Карта Солнца может говорить о решении финансовых проблем, о предложении руки и сердца. Это карта свадьбы. Также здесь может быть что-то с материнством связано. Карта говорит о прибавлении в семействе или, может быть, о известии о беременности. Вот какие-то новости хорошие. Если это была борьба, например, за наследство, то карта говорит, что вы получаете тот результат, на который вы рассчитывали. Здесь еще может быть перемена-то в чем? У вас были отношения с человеком, который был женат. Может быть, здесь как раз и решается вопрос развода, и вы получаете колечко на пальчик. Ну, это для кого-то может быть и как вариант, да, тут заканчивается у мужчины какие-то бумаги, подписание об окончании брака, и, наконец-то, ваши отношения из тайных переходят в явные. Хорошо, для тех, кто в поиске. Вот вы в поиске, а у вас пятерка. Может быть, у вас только произошел разрыв, может быть, вы еще в процессе развода, дележки, но здесь вас еще переполняет ненависть. Ненависть и желание наказать, отомстить, ну не знаю кому там, бывшему супругу или его новой избраннице. Ну как бы по пятерке поиска любви я у вас не вижу. Хотя карта говорит, что да, может быть, вы в отшельничестве, одинокие, но есть шанс познакомиться. Давайте вам совет посмотрим. Это, знаете, еще стоять на пороге новых отношений.
То есть перемены-то грядут, но если у вас еще тут судебные дела, вы пока к этим не готовы. То есть у вас вот эта пятерка переходит в шестерку. Но вы должны быть открыты к этим новым отношениям. Совет для вас. Ну, человек закрыт. Человек закрыт, или человек тут бьется за какую-то собственность. Нет, пока вам не до отношений. Хотя вот карта говорит, вносите в свою жизнь, общайтесь, встречайтесь с новыми людьми. Может быть, общайтесь через интернет. Вот не ограничивайте себя, не запирайтесь в этой темнице. Вот месть, гнев – это не лучшее чувство. Четверка говорит, выходите из своей норки. Хорошо, для тех, кто расстался или в ссоре, но колесо фортуны может говорить, что трясет вас там не по-детски. Как правило, это кармические отношения. Здесь есть очень сильное притяжение, здесь есть любовь, но вам очень сложно с этим человеком. Ему с вами, вам с ним. То есть кармические отношения говорят о том, что вот у вас то взлет, то падение. То есть вы то любите друг друга, то у вас опять какие-то ссоры, расставания, скандалы, а потом опять вы миритесь, и все у вас прекрасно. Также карта говорит, если хотите, чтобы в вашу жизнь пришли другие партнеры, не те, которые постоянно вам попадаются, ну или партнерши, то здесь нужно, конечно, меняться самому. Изменитесь вы, и изменится и жизнь вокруг вас, и люди будут совсем другие к вам приходить. Ну, давайте вам совет посмотрим. Карта может говорить о расколе, о принятии решений, все, мы расстаемся, может быть, даже здесь был развод. Здесь по тузу мечей как совет, карта вам советует составить откровенный разговор, поговорить по душам, расставить все точки над «и» и принять обоюдное решение. Или мы расходимся, или мы пытаемся создать крепкое взаимодействие. Здесь к вам должно прийти вот это прояснение и осознание того, нужны вам эти отношения или нет. Также туз мечей — это может быть какая-то категоричность, а категоричность — это не лучший советчик в любви и в отношениях. Это как я сказал или я сказала, так и будет. Может быть, из-за этого все конфликты. Ну, восьмерка говорит, или вы помиритесь, и ваши отношения придут на более высокий уровень, или вы расстанетесь и будете искать других партнеров. Хорошо, работа, бизнес у кого есть. Здесь может быть какое-то новое предложение, может быть, присоединиться к какому-то проекту, создать, может быть, какой-то тандем, партнерство. Также у нас пажи всегда дают какие-то шансы. Шансы для новых начинаний, новых творческих проектов, какие-то, может быть, идеи, которыми вы загоритесь. Ну, а если вы что-то продумывали, то карта говорит, что вот это дело начинает двигаться вперед. Может быть, вот опять же при помощи какого-то партнера или партнерши. Но для этого нужно, может быть, еще здесь обдумать все, спланировать. Или, знаете, еще пажи это общение. Может быть, нужно еще с кем-то проконсультироваться, заручиться чьей-то поддержкой, посоветоваться с кем-то. А вот для тех, кто в поиске работы, здесь ложится старший аркан смерть. Карта говорит, что вы сейчас в процессе трансформации. Может быть, вот эти перемены связаны с тем, что или вас уволили, или сократили, или, может быть, предприятие, вот, судебные дела, может быть, предприятие приказало долго жить. Но здесь еще, может быть, вот эта дверь приоткрылась, если вы давно уже в поиске. Может появиться какое-то приглашение. Но по шестерке это может быть или новая сфера деятельности, или работа, связанная с переездами, командировки, поездки. Может быть, это логистика, там, дальнобой, такси, ну что-то в движении. Или наоборот, тут вы в процессе трансформации, может быть, вы ждете каких-то документов, которые помогут вам уехать. Ну, как я сказала, может быть, приглашение на работу, другой город, другая страна, или, может быть, визы, там, job-offer, да, вот куда, то, что позволит вам переместиться, например, за границу. Потому что в советах здесь ложится карта тройка жезлов. Это когда человек сидит на чемоданах и ждет какого-то приглашения, сообщения. Вот у него вещи уже собраны. Ему нужно только получить документы, чтобы вот куда-то отправиться.
Почему она ложится в совет предупреждения? Она говорит, да, вот получайте вот эти свои документы и собирайтесь в дорогу. Но также смерть может говорить о смене рода деятельности, о смене вообще профессии. Давайте вам здесь один совет посмотрим. Ну тут что-то новое, Паш. Это может быть помощь от кого-то, это опять дорогу здесь показывает. А также, может быть, для того, чтобы искать уже более хорошую работу, здесь нужно, может быть, вкладываться в свое обучение, может быть, пройти какие-то курсы, тренинги, коучинги, чему-то еще подучиться. Но, как правило, пажи – это предложение, это может быть новая работа, начало нового карьерного пути. Или, опять же, от кого-то помощь, чтобы вы начали какой-то, может быть, свой проект. Потому что у нас вот здесь в конце 15 дней по деньгам вот помощь от кого-то. Конечно, здесь и вы можете кому-то помочь, но и вам могут помочь. В начале 15 дней, в начале октября у вас по деньгам ложится маг. Маг, как правило, показывает у нас какие-то новые начинания, может быть, важные для вас переговоры, может быть, это связано вот с этими судебными делами, ну, может быть, вас вызовут на заседание суда. Здесь вам нужно будет проявить все свое ораторское искусство, чтобы, может быть, вот победить в суде. Также, как правило, карта говорит, это траты на какого-то специалиста. Может быть, это реально вот адвокат, который поможет вам выиграть какие-то судебные дела. Но тут карта может говорить, что будет все зависеть или от какого-то специалиста, или от вашей активности и умения выражать свои мысли. Может быть, это по работе, вот какие-то новые проекты, может быть, нужно с кем-то переговоры составить, или вот получить у кого-то финансовую поддержку. Вот по медведю, может быть, это какой-то покровитель, который спонсирует вас, чтобы вы наконец-то вышли вот из безработицы. Ну а в середине или в конце 15 дней тут или вам кто-то поможет, или если к вам кто-то обратится и вы в состоянии, то карта говорит, тоже помогите. Еще это, конечно, вкладываться. И вот карта говорит, что все вложения, которые вы сделаете, будь то это в собственность, там, в недвижимость, в обучение себя или ребенка, или, может быть, в бизнес, в какие-то проекты, все обязательно окупится. Как совет или предупреждение, ну, как кому-то карта говорит, готовьтесь в путь, если тем более вы долго ждали. Если это совет по поводу семьи, бизнеса, карта говорит о расширении, это о прибавлении в семействе или, может быть, о расширении контактов, каких-то новых направлений в бизнесе. Но еще по этой карте идет предупреждение. Здесь вы можете упустить из виду какие-то мелкие, но важные детали. Может быть, это касается, например, судебных дел. То тогда, конечно, лучше нанять специалиста, который вам поможет вот по крупицам добиться, может быть, вот судебного решения в вашу пользу, ну, если у вас таковое решение есть. Или это может быть, знаете, если у вас тут сделка какая-то, может быть, покупка, продажа чего-то, то все равно лучше у кого-то проконсультируйтесь, ну, хотя бы у юриста. Хорошо, давайте получим совет для дев. Первая половина сентября. Совет африканского оракула. Так, это у вас портал. Карта перевернутая. Она говорит, что дверь перед вами закрыта на время или навсегда. Не пытайтесь проложить себе путь силой, лучше поищите более легкий путь. И еще у нас совет от оракула королевы Луны, Дева, первая половина октября. Давайте получим для вас совет. Creation. Creation – это творчество. Карта говорит, что вы можете создать собственную судьбу сейчас. Будьте трудолюбивы, потому что каждое существо на этой земле творит. И для вас пришло время создать
что-то очень для вас важное. Но карта призывает вас экономить деньги и время. Сейчас вам нужно сделать накопление. Очевидно, эти деньги понадобятся вам чуть позже. Хорошо, и давайте посмотрим маятник для дев. Первая половина октября. Маятник, ответь, пожалуйста, на запрос дев на первую половину октября, на их запрос, да или нет. Ответ «да», о чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Благодарю вас за просмотр. Всего хорошего.